Я вас приветствую, дорогие друзья, гости канала, подписчики. Я возобновляю, серию раскладов на классическом таро Артура Райдера Уэйта. И по 4 картам мы сделаем описание, расклад на ближайшее будущее. И каждую карту я вам подробно охарактеризую в его классической интерпретации. Первая карта, карта 1, опишет прошлое, как оно может влиять на ваше настоящее. Здесь описана ваша жизнь до дня гадания. Иногда могут быть показаны события или упоминания о ситуациях, произошедших недавно. Это означает, что карты Таро заостряют ваше внимание именно на этих событиях. Именно они не дают вам двигаться дальше и жить спокойно. Следовательно, либо надо отпустить прошлое, либо проработать его более детально. И у нас выпадает карта Верховная Жрица. Вторая карта покажет нам настоящее положение дел, что происходит в вашей жизни. Истинное отражение ситуации. Истинное отражение ситуации. Далее карты я буду выкладывать рубашкой вверх и потом буду переворачивать. Итак, вторая карта. Настоящее положение дел. Настоящее положение дел покажет. Следующая, третья карта покажет нам промежуточное будущее, как может все сложиться. Если вы послушаетесь карты. Скажите нам, карты. Следующая карта номер 3 скажет нам об этом. И последняя карта, карта номер 4, расскажет нам о ближайшем будущем. То, чего следует ждать в вашей жизни. Здесь же может быть дан ответ, стоит ли делать так, как говорят карты. Также может быть описано будущее от ваших действий, если вы приняли и проработали расклад в том варианте, в каком он выпал. Итак, карта номер 4. Карта номер 4. Итак, первая карта. Первая карта у нас выпадает карта Верховная Жрица. Первая карта описывает прошлое, как оно может влиять на ваше настоящее. То есть ваша жизнь до дня гадания. Также здесь можно будет интерпретировать о том, что либо нужно отпустить прошлое, либо проработать его более детально. Карта Верховная Жрица говорит сама за себя. То есть развитая интуиция, умение чувствовать, великолепно развитый внутренний голос вам присущ, который спасает в сложной ситуации, а также неожиданно дает ответ на незнакомый вопрос. Совет карты: держите свой дар слушать внутренний голос в секрете. В любовных отношениях слушайте только свой собственный голос. Судьбоносные события, но при этом данная карта говорит, жрица не заинтересована в близких отношениях. Я думаю, что это было до того момента, как мы делали расклад, до сегодняшнего дня. Также Верховная Жрица может говорить о самопознании, поисках профессии и эзотерических практиках. Аркан призывает прислушиваться к своей интуиции,
доверять внезапным озарениям. Также Верховная Жрица учит видеть разнообразные подсказки и знаки судьбы. Под воздействием этой карты любые символы приобретают особый смысл и прикладное значение. Как говорил с вами Вивекананда, существует такая особенность ума: мы способны понять только то, что уже внутренне знаем, что находится внутри вас самих. Вы видите, что прекрасная жрица сидит у подножия храма. Белые одежды струятся по ее плечам, а голову венчает причудливая корона. Справа и слева от женщины находятся колонны, а у ног лежит растущий серп. Женщина пока никуда не стремится, а спокойно наблюдает за происходящим, что является олицетворением пассивной энергии. Свиток на коленях. На пергаменте, в общем-то, и говорит о том, что здесь является Тора. Что значит учение или правило? Он часто привык, что, в общем-то, вот это Тару скрыто, прикрыто одеждами и скрыто от любопытных глаз. Тора – это такой символ, который еще раз подтверждает, что некоторые знания доступны только избранным. Крест на груди – это глубокая набожность, прямая связь с высшими силами, духовность и искренность. Белая корона – символ высокого происхождения жрицы. Обратите внимание, что корона объединяет в себе 3 лунных фазы: растущую, полную и убывающую. Колонны black and white, то есть черное и белое. В данном случае белая колонна и черная колонна, они олицетворяют добро, white, и black and это у нас зло, которые неизбежно соединяются в каждом человеке, но удел жрицы сохранять в себе их полное равновесие. Лунный серп – это растущий месяц, управитель водной стихии. Кроме того, он указывает на позитивный растущий характер карты и еще раз подчеркивает связь жрицы с Луной. В общем-то, здесь, я думаю, смотрят верховные жрицы меня. Также жрица – это прежде всего скромность, размеренность и мудрость. Ваш девиз – это понимание и баланс. Особенно много информации данная карта дает женщинам. Впрочем, и мужчинам будет над чем задуматься, если смотрит мужчина. Итак, карта выпала в прямом значении. В прямом положении карта символизирует самопознание, поиски профессии и эзотерические практики. Прислушивайтесь к своей интуиции, доверяйте внезапным озарениям, что, в общем-то, вы и делаете. И данный аркан призывает видеть разнообразные подсказки и знаки судьбы. И, в общем-то, смысл здесь не в том, что кто-то скрывает от вас нечто важное. На самом деле аркан учит, что все нужные знания у нас уже есть, но спрятаны глубоко внутри. Если хотите понять происходящее, найти решение на свой вопрос, вы должны познавать себя и постепенно докапываться до истины.
Также доверяйте своей интуиции. Доверяйте своей интуиции. Ну, в общем-то, по тому, что эта карта говорит, эта карта вам выпала как бы в прошлом до этого дня. У вас будущее было не определено. И вы находились в своеобразной поворотной точке, из которой идет множество дорог в будущее. И от того, как вы будете вести себя сейчас, зависит будущее. Так как вы знаете, что жрица обладает даром предвидения, но пока не нужно строить планов, грядущее скрыто для вас. Данный аркан, Верховная Жрица, привносит в вашу жизнь мудрость и желание внутреннего развития. У вас может возникнуть желание заняться саморазвитием, придут свежие творческие идеи или появятся фантастические сны с замысловатым сюжетом. В некоторых случаях у человека проявляются способности к целительству или гаданию. Итак, посмотрим следующую карту. Вторая карта покажет нам настоящее положение дел. Что происходит в вашей жизни? Истинное отражение ситуации. И у нас выпадает карта Тройка Пентаклей. По Тройке Пентаклей можно сказать, что в настоящее время это карта сотрудничества. В настоящее время сотрудничество жизненно необходимо вам для достижения определенных целей. Это не предложение или совет, а вполне прямое указание на то, как следует действовать. Дело может касаться любой сферы жизни, от профессиональной до личной. Придется принять на себя определенные обязательства, в том числе и перед другими участниками. Иначе результат будет непредсказуемым. Классическое изображение на карте вы видите 3 пентакля. Представляют в образе 3 совершенно разных персонажей, то есть строитель, шута и монаха. Вот вы видите 3 представителя, здесь видно, да, у нас? То есть строитель, который строит. Далее вы видите шут и монах. Монах у нас в таких вот белых одеждах, шут в красных, либо желтый такой вот цвет с красными, такими красный горошек. Присутствующие внимательно оценивают, вы видите, чертеж перед собой и вносят необходимые правки. Зодчий на этой карте предстает в образе главного человека, принимающего решения. Он внимательно слушает то, что говорят ему шут и монах. Но только его знания и опыт позволяют руководить строительством храма. Шут и монах олицетворяют собой иные мнения, которые порой необходимо учитывать, чтобы видеть ситуацию в деталях, так как вы знаете, что истина рождается в дискуссии. В данном случае у нас карта выпала в прямом положении. Тройка пентаклей означает серьезный шаг ради новых духовных практик. Это может означать просвещение, также посвящение в члены некой секретной организации, где оберегают и передают духовные знания. Но вкупе со жрицей, я думаю, здесь все очевидно. Также существует мнение, что карта обозначает ученичество, посвящение, восхождение в духовном развитии, инициативность. Изначальное значение карты идет как аристократия, благородство, власть и иерархия,
элитарность. Прямая карта тройка пентаклей. Эта карта олицетворяет конкретные поступки, стабильность достигнутого результата, движение. На данный момент нужно изрядно потрудиться для осуществления задуманного, убрать все ненужные барьеры. Основное значение карты – это воплощение различных проектов, продвижение вперед, развитие профессиональных компетенций, освоение новых знаний. Человек, страстно желающий достичь чего-то своего, добьется обязательно. И в какой именно сфере, в какой бы это ни было сфере, его ждет успех. То есть успех ему обеспечен. И можно, также мы посмотрим по близлежащим картам. А также оценка работы. Вы видите, окружающие оценивают, значит, человека со стороны. Это больше похоже на экзамен или зачет, чем на нормальные межличностные отношения. Вот видите, как у нас при этом, интересно, свечка прореагировала и успокоилась. То есть действительно окружающий оценивает человека со стороны. От вопрошающего требуется демонстрация навыков, что были получены ранее, а также полная боевая готовность. И при этом данная карта вкупе с Верховной Жрицей, в общем-то, усиливает положительное значение, а негативное ослабляет. Вот такие моменты. Мы смотрим в вашем настоящем положении дел. И посмотрим по третьей карте промежуточное будущее. Что может, то есть как может все осложниться, если вы послушаетесь именно карты. То есть как может все сложиться. Здесь у нас идет карта Рыцарь мечей. Карта Рыцарь мечей. Как же все сложится у нас? По Рыцарю мечей здесь у нас идет ваше промежуточное будущее. Видно, да, карта Рыцарь мечей. Здесь идет, то есть как может все сложиться, если вы послушаетесь карты. В общем-то, данная карта, если появилась в раскладе, то человек может попасть в эпицентр перипетий. Младший аркан, карта Таро, Рыцарь мечей указывает на стрессовые ситуации или превратности судьбы. Как правило, Рыцарь мечей говорит, что вопрошающий живет своими идеями, в которые верит всем сердцем. На карте изображен всадник или воин мечей. Здесь, в общем-то, прослеживаются стихии знаков Близнецы, Весы и Водолей. Рыцарь мечей есть натура активная, инициативная, если не сказать воинственная. Этот человек способный биться час, доказывать свою правоту и даже перейти к рукоприкладству, если его мнение не уважают должным образом. Впрочем, глупости ему не занимать. В порыве чувств вполне может ударить мечом или пнуть тяжелым сапогом даже беспомощного человека. Это карта конформизма, движения наперекор общему течению. Такому человеку не просто
как самому осуществовать в мире, так и миру рядом с ним. На карте Таро рыцарь мечей предстает в образе мужчины в доспехах, вовсю прыть мчащегося на белой лошади. На нем красный плащ, шлем, и лицо выражает смесь ярости и отваги. Меч воина поднят к небу и готов покорить каждого, кто встанет на его пути. Красный цвет на карте указывает на ярость, инициативность и активность. Это карта динамики. Все на ней находится в движении: рыцарь, лошадь, облака, деревья. Поднятый меч говорит о решительности человека и способности идти ради своей цели до победного конца. Доспехи рыцаря есть защита от внешнего мира, которую человек выстроил от страха оказаться поверженным. И в данном случае, опять же, у нас карта выпадает в прямом значении. Праведный гнев вопрошающего, то есть вас, и бесконечная уверенность в своей правоте приводят к опрометчивым поступкам. В данном случае могут привести к опрометчивым поступкам. Раздоры, споры, отравляющие те сферы жизни, в которых все было хорошо. Резкие дискуссии, отстаивание своих интересов, отчуждение и ирония, едкие высказывания. Стихия воздуха разрушает стабильность, приносит холод и разрушение. Карта указывает на разрыв отношений, полемику, ссору, а иногда и подлость. Рыцарь мечей олицетворяет человека, способного причинить вред, унизить, оскорбить. Карта указывает на накаленные ситуации в жизни вопрошающего, то бишь вас, и насколько они сильны, покажет другие карты в раскладе. Сейчас мы посмотрим. В принципе, если смотреть рядом стоящая тройка пентаклей, в общем-то, в данном случае здесь идет положительный. Все положительные аспекты, они усиливаются. Это хорошо. Ну, в общем-то, по ситуации, по данной ситуации у нас присутствуют мечи, которые говорят, что ситуация очень серьезная. На работе возможны проблемы. В отношениях, в общем-то, также либо в денежных. Здесь у нас идут... Так, следующая карта интересная у нас здесь. Паж жезлов. Кубков у нас нету. То есть также здесь возможны какие-то конфликты, возникновение какой-то конфликтной ситуации на ровном месте. То есть будьте внимательны. Если ссора уже возникла, то рыцарь мечей говорит, что ситуация зайдет далеко, вплоть до полного разрыва отношений. Карта символизирует войну, драку, битву, гибель или решение, которое было принято не в пользу вас, то есть не в пользу вопрошающего. Также эта карта говорит о противостоянии каком-то. У каждого это свое. Карта дарует возможность. Я думаю, здесь вот в благоприятном смысле, так как у нас выпадает тройка кубков, все благоприятные значения мы смотрим. То есть вот эта карта усиливает только благоприятные значения вокруг. Поэтому эта карта дарует возможность сопротивляться кому-то или чему-то. Бесстрашие и силу для победы над проблемами. Вы идете своим путем, несмотря на обстоятельства и препятствия. Рыцарь мечей, второй, это последняя битва, последний рывок в праведном бою. В праведном бою.
сочетании с картой здесь у нас идет паж жезлов. Здесь в ближайшем будущем, если смотреть в сочетании с этой картой, то возможность получить неприятное известие. То есть то, чего следует ждать в вашей жизни. И в совокупности стройка пентаклей, рыцарь мечей, может говорить о проявлении своей заинтересованности и увлечении партнером. И также мы должны охарактеризовать ближайшее будущее, то, чего следует ждать в вашей жизни. И здесь мы дадим совет, стоит ли делать так, как говорят карты. Также мы опишем будущее от ваших действий, если вы приняли и проработали расклад в том варианте, в каком он выпал. И здесь у нас выпадает паж жезлов. Паж жезлов. Получение, вернее появление в раскладе этой карты. Паж жезлов может предсказывать получение приятного известия. Младший аркан, карта Таро паж жезлов, либо его называют эту карту паж скипетров или паж посохов, означает, что в скором времени ситуация сдвинется с мертвой точки. Отсутствие уверенности, но порывистость и импульсивность – вот главные черты этого человека, то бишь вас. Также, в общем-то, можно сказать, что данный знак может выпадать по знаку весов часто. По пажу жезлов, по графической символике карты, можно сказать, что присутствует, в общем-то, нету каких-то глубинных познаний в вопросе, но безудержное стремление к новым впечатлениям у вас имеется. И покорение новых вершин. Это олицетворение по пажу, это неопытность, юношеский максимализм, задор. Человеку интересно, и этот интерес подталкивает вас вперед, двигаться вперед. В общем-то, паж жезлов – это первопроходец, который, если ему повезет, то он может добиться успеха. На карте Таро паж жезлов предстает в образе мужчины в красно-желтых одеждах с черным орнаментом. В руке он держит жезл с зелеными побегами. На его голове белая шляпа с красным пером. Взгляд путника устремлен вперед. Он готов принять все предстоящие события с высоко поднятой головой. Вдалеке виднеются горы, пустынный пейзаж. Есть олицетворение стихии огня. Это указание на сложный и тернистый путь, который дано пройти не каждому. Ветер заметет следы путника, а пески поглотят его, если силы внезапно покинут его. Значение прямой и перевернутой карты. В данном случае здесь у нас карта идет в прямом положении, то есть это есть позитивный настрой, душевный подъем. Паж жезлов, в общем-то, в картах Таро это порывистый, динамичный, горячий человек. Карту можно толковать как предсказание авантюры, приключения, которая способна порадовать, принести душевное удовлетворение, волну новых чувств. Она также олицетворяет интерес к образованию. Человек открыт науке, саморазвитию. Ему приносит удовольствие узнавать новое.
Шанс. Появится удачный шанс, который заставит вас покинуть привычную серость будней и предоставит возможность проявить себя. Этому поспособствует новое увлечение, начатый проект, период высокой творческой активности, изменения благодаря стимулу извне. У вас может появиться желание начать новое и получить вдохновение для смены привычной сферы деятельности. Но если смотреть по соседней карте, в общем-то, события будут происходить стремительно. По социальной личности, если по разным причинам талантов у пажа недостаточно, то он пустит в ход обаяние, юмор и остроумие. Он отлично понимает людей. Это прирожденный психолог. Ему свойственна чувственность, чувствительность и понимание глубин человеческого естества. Он способен, смотря со стороны, увидеть истинные чувства окружающих. По принципиальности этот человек уникален. Для него тяжело найти любовь, но любить весь мир в целом он готов ежеминутно. Наверное, причина в недоверии к людям. Честность и порядочность – вот чего он ищет в окружающих. Паж не терпит предательства. Оно разбивает ему сердце. Друг, предавший его однажды, автоматически становится никем. Подлость противника ему простить легче, чем удар в спину от близких. Он мягкий и справедливый человек, но в то же время очень твердо стоящий на своем. Менять свое мнение – это не его принцип. Любовь к обучению очень развита у пажов. Ему интересно буквально все. За изучение он берется с энтузиазмом. Такого человека в гуманитарных профессиях может ожидать успех. Такт в нем заложен природой. Но так как он юн и гриф, ему не хватает знания некоторых норм и правил. Я думаю, что много молодежи смотрит также. Либо если уже возраст, то, в общем-то, вам присущи вот эти вот энергии познания мира. И совет и предостережение. Не упускайте предоставленный вам шанс. Если есть какое-то предложение важное для вас, интересующее, а может быть даже интригующее, не бойтесь. Как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Паж жезлов молод и весел, и этот напиток ему по вкусу. Все риски окупятся. И, в общем-то, если смотреть на отношения между двумя людьми, скажем так, да, то, в общем-то, имеется желание владеть явно больше, чем желание любить партнера. То есть эмоциональное вовлечение неполное, без самоотдачи. Ожидание и надежды. То есть паж полон ожиданий и надежд, но опасается брать на себя ответственность. Может свободно дать волю инстинктам, но абсолютно не заботится о чувствах партнера. Он может пылать страстью, но только до встречи нового объекта желания. Его авантюрная натура способна зажечь сердце, но моральным качествам еще предстоит развиваться. Паж не постоянен, но и не двуличен. Это человек, который живет одним днем. Для него главное, в общем-то, заинтересовать объект интереса. И уже он искренне наслаждается этим процессом.
изменения. Также паш может указывать на изменения в тех отношениях, которые уже есть. Это новая волна, прилив чувств, ощущение новизны. Вопрос скорее касается людей в браке. Одинокого человека может ожидать новое знакомство. Это яркий роман, вспышка чувств. Интересно, Паша Жезлов второй описывает игру, увлечение и желание, но ему трудно быть преданным. Он не представляет себе институт брака и уж тем более понятие родительского долга, воспринимая отношения как социальную победу. И, в общем-то, если смотреть по вопросам, да или нет, в прямом значении, прямая карта, Паш Жезлов говорит о том, что ответ «да». То есть, возможно, вам поступит интересное предложение, и, несомненно, вам не стоит от него отказываться. Благоприятное время для роста и развития, продвижение по карьерной лестнице. Впереди вас ждут большие заработки и основные приобретения. В отношениях вы полны ожиданий и надежд, но боитесь брать на себя ответственность. Вы чаще подчинены инстинктам, и вас совершенно не интересуют чувства партнера. А в уже существующих отношениях могут произойти какие-то изменения, прилив чувств или новые ощущения. Со здоровьем возможны проблемы, какие-то ожоги, нервное истощение, хронические заболевания, а даже возможны более серьезные болезни. А также по пажу жезлов можно сказать, что в скором времени появится возможность показать свои таланты. Если до этого любимый человек сомневался в серьезности ваших намерений, теперь его мысли придут в полный порядок. Между вами воцарится мир, появятся надежды на лучшее будущее. Ясность в текущих планах распространится и на следующие дни. Вы будете точно знать, как следует поступать, на что необходимо тратить силы. В вашей жизни появятся важные люди, требующие внимания. Они внесут дух оживления и радости. Также, если смотреть, если вы загадали, будет ли, в общем-то, будете ли вы вместе с человеком, которого вы загадали, либо в паре, которая вот, в общем-то, вас интересует, то здесь можно сказать, что в прошлом вам препятствовали родственники. Но скоро станет понятно, что барьеры имели психологический характер. Избавившись от страхов, партнеры смогут вести счастливую жизнь под одной крышей. Их ожидает множество приятных и сближающих приключений. Любовь становится спасением для вас. Открываются новые качества партнера, проступают истинные очертания отношений. В скором будущем вы постигнете настоящий смысл сближения с любимым человеком и приобретете уверенность в своей правоте. Если смотреть на отношения, то Паша Жезлов и рядом стоящая карта Рыцарь мечей могут говорить о получении какого-то официального письма. А уж какое официальное письмо, вам знать лучше, как говорится. Ну, в общем-то, такой расклад интересный. Начали, как говорится, мы с Верховной Жрицы и дошли до пажа жезлов. До пажа жезлов. Таким образом, не упускайте по пажу жезлов, не упускайте предоставленный вам шанс. Как я уже говорила, если есть какое-то предложение важное для вас, интересующее, а может быть даже интригующее, не бойтесь. Как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Паж жезлов молод, весел, и этот напиток, то бишь шампанское, ему по вкусу. Все риски окупятся. А на этом, я думаю, мы закончим.
Кому этот расклад был интересен, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всего вам доброго, до новых встреч, до новых глубоких раскладов.